New Хочу Mexico. рассказать вам реальную историю, которая произошла в городе Альбукерке, Нью-Мексико. One of the worst schools in Albuquerque that had the most problems. One of the teachers there decided, I have to do something to help. В Альбукерке была одна школа с очень низкими рейтингами. Считалась одной из самых проблемных. Вот один из преподавателей, учительница, одна, была настроена как-то это изменить. She went to the principal of the school and said, can I go out to California and get this training in character counts? Она пришла на прием к директору и отпросилась у него. Она говорит, я хочу поехать в Калифорнию, там проводят специальные сертифицированные курсы по характеру. Я хочу их закончить и получить сертификат. He wasn't too keen on it, but she decided to pay her own way and go out there. Но он не сильно был под впечатлением, не особенно поддержал ее идею. Тем не менее, она взяла на себя, что она оплатит все расходы, связанные с поездкой, с обучением, и поехала. When she came back, Вернувшись назад, she talked to some of the other teachers. она переговорила с некоторыми учителями, We're not interested in но that. они не хотели ее поддержать. So she just decided to do it in her own И classroom. поэтому она решила эту программу внедрить только в своем классе. As the year proceeded, people began to see her students were doing better in school. В течение года, учебного года, преподаватели начали замечать, что ее ученики стали лучше учиться. Their manners, the way they reacted to each other, began to improve. Их манеры улучшили, что отношения в классе стали лучше. So the other teachers said, well, maybe you Когда ought to teach us how to do this too. говорят, рассказывай, что ты там такое делаешь. So she worked with all the teachers, Она начала рассказывать, работать с and they другими saw a big учителями. improvement in the whole school. И со временем улучшения уже были видны по всей школе. The principal of the school decided, hey, Тогда уже и I better get on board with this подключился, too. надо и мне ж как-то участвовать. So they started having this whole school become a character И school. тогда они назвали свою школу школой характера. They had a whole big problem in that school too, with the back side of the school just being covered with graffiti. Одна из больших проблем местной школы была в том, что одна из стен школы постоянно была разрисована граффити. Но они сколько ни пытались, все равно эту стену разрисовывали. So all the teachers got together and И the когда principal and a lot of the собрались students, вместе с директором, пригласили учеников, they bought paint in these different colors. купили разноцветные краски They painted the back side of the school with the pillars of character. и нарисовали на стене школы вот эти колонны, столпы характера. And they ceased having a problem with После graffiti этого being никаких written on the school. граффити на школе не было. The mayor of this town, Тогда Albuquerque, заинтересовался уже found out about мэр. what was happening. Когда он узнал о том, что такие изменения в этой He школе, came and looked it он over, приехал к ним в школу, посмотрел, чем они занимаются. and he said, I think we need to Он make говорит, our надо это, whole наверное, city везде a character внедрять в city. городе. And Чтобы so у they нас began город был городом характера. putting up posters around the city on character. И по всему городу начали развешивать плакаты на тему формирования характера. And so it began to influence the whole town. Можно сказать, что действительно это оказало влияние на весь город. So that's just an illustration of Это how небольшая this can possibly иллюстрация того, affect many как different такие вещи places. могут менять целые места, целые города. So, in Barnaul, Russia, there is a school there that's now called a character school В городе Барнауле teaches в these России principles. тоже есть сейчас общеобразовательная школа, которая тоже называется школой характера, у них обязательно And they too have noticed that the grades are up, the politeness is up, эти вот элементы, и тоже вот директор, учителя заметили, что уровень вежливости учеников, вообще уровень академических учеников улучшился. so it can have a good impact То есть in действительно communities and подобные schools. вещи имеют положительный эффект на общество, на людей, на школы. All right, now let's continue with the concept of caring. А теперь поговорим о заботе или заботливости. Caring, of course, means to show love and concern for the well-being of others. Под заботливостью мы понимаем проявление любви, заботы о благополучии, правильно будет сказать, других людей. There have been times when we've gone on, Mary and I both have gone to teach this in places. I usually give Mary Lee caring. Вот
когда мы с Мерили вдвоем преподаем этот предмет, и обычно тогда эту колонну, этот столб характера, я прошу ее преподавать. And of course, the reason we use the hearts is because Почему мы используем эмблему такую сердца? caring Потому что заботливость или забота is the heart of all of these. это на самом деле сердце всех остальных столбов. If a person Если cares, they've человек got the right heart. заботится о других, значит у него правильное сердце. They're happy to be trustworthy. Иногда такой человек, ему будет доставлять удовольствие то, что он надежный. It helps them to be respectful. Ему легче будет быть уважительным. It helps them to be Ему responsible. легче будет быть ответственным. I'm glad to Он do с my part радостью будет выполнять то, что, ту работу, которая ему будет поручаться. because I care. Потому что он будет заботливым человеком. Caring people are happy to Заботливые be люди people who are fair and just. рады, когда они поступают справедливо, когда творится правосудие. And Jesus very often talked about the heart of things. Очень часто Иисус говорит о сердце всего. Jesus was more concerned about your heart than he was the rules. Для Иисуса важнее было сердце человека, чем правила. Because he knew if you have the right Потому heart, что он знал, что если у человека правильное сердце, you would be happy to obey the он rules. с удовольствием будет жить по правилам. So we always need to be watching our hearts. Поэтому нам нужно следить за своим сердцем всегда. And a caring person Заботливый человек is a person who is compassionate будет and empathetic. сострадательным и сопереживающим. They are kind, loving, and considerate. И учтивым, They are thankful благодарным and freely express и gratitude. способным выразить эту благодарность. And the caring person is a person who's forgiving. Как правило, этот человек способен прощать. So those are some of the characteristics Это of некоторые the caring качества person, and we'll заботливости или discuss them заботливого as we go человека. along. Мы с вами на них подробнее еще остановимся. Now, I want to share with you some passages that really share this idea of caring. А теперь я хотела поделиться с вами некоторыми отрывками, где говорится о заботливости. Philippians 2, Филиппийцам 2 verses глава, 1 through 4. с 1 по 4. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Okay, this last part especially Особенно вот последняя is expressive of this idea of caring. говорит нам о заботливости. In humility, consider others better than yourselves. Смиренномудрие почитайте один другого высшим себя. Each of you should not only look to your own Не interest, только but also to каждый the о себе interest of others. заботится, но и о других. That's caring. Это и есть забота. Here's another one. Еще один отрывок. 1 Peter 3, verse 8. 1 Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. Not only live in harmony with others, but be sympathetic and love. Будьте as brothers. сострадательны, братолюбивы, Be compassionate будьте сострадательны, and humble. милосердны. Galatians 5, 22 through 23. Галатам 5, 22, 23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. So many people in our society and so many people in the church at times are more concerned about the law and law keeping Очень многие люди в общинах, в церквях намного больше думают о законе и о том, что нужно соблюдать закон. and they love to have their lists of do this, do this, do Им this, очень don't do нравится this, don't do this, составлять don't do списки, this. что можно делать, а что нельзя. But when we have the fruit of the Spirit in our Но когда в lives, вашей жизни есть плод Духа, people will love
to do what God says. Люди с удовольствием будут делать то, что говорит им Господь. They have this within them and says, the fruit of the Spirit, against such things there is no law. Говорят, на таковых нет закона. I, for many years, directed youth camps. Многие годы я был директором молодежного лагеря. I think we figured it out was about a total of 25 years. По-моему, мы пытались посчитать, That и I оказалось, directed что youth camps. 25 лет я работал летом директором молодежного In лагеря. Texas and in Canada. Сначала в Техасе, а затем в Канаде. One of the things I love to tell the students at the beginning, or the campers at the beginning of camps, Мне очень нравилось, когда дети приезжали к мне в лагерь, с самого начала им говорить. I said, we have a list of rules because it's important for us, for you to know what we expect. У нас есть целый список правил, и это хорошо, это нужно, потому что вы должны знать, чего мы от вас ожидаем. But I'd say, I wish I didn't have to give you any rules. Но я всегда им говорю, вы знаете, я бы хотела, чтобы мне не приходилось давать вам какие-то правила. That all of you would just Мне бы так хотелось, live by the fruit of the чтобы вы Spirit, просто жили по плоду Духа, and that all of you would live like и Christ. чтобы вы все здесь жили, как Христос. Did Christ have to have a bunch of rules? Христу нужны были правила? I mean, his heart just did Нет, the его right thing. сердце, оно само естественно поступало правильно. And I said, I wish we didn't have to have any rules. I И я wish говорю, all как of бы us мне would хотелось, just что нам не нужны be были like правила, Jesus чтобы просто to каждый each other. из вас вел себя как Иисус в отношениях друг с другом. Но, к Unfortunately, сожалению, not everybody's like that. не So we все have to так have себя some ведут, rules. и поэтому нужны правила. But I still think the heart of it all Но мне кажется, все равно, что сердце is what's всего really, этого, really important. это и есть самое важное. And Jesus would use that in his life, in his illustrations. He would say, now you've heard what the law says. Иисус это тоже использовал, этот принцип. Он говорил, вы слышали, что сказано в древнем, или сказано в законе. The law says, you know, thou shalt not kill. Например, не убей. Okay, there's law. Это закон, не убей. But he said, but I say А unto я you, говорю вам, work on your heart. работай над своим сердцем. He says, don't hate one another. Не ненавидь другого. Change your heart. Измени свое сердце. You've heard what the law says. The law says, thou shalt not commit adultery. Ты знаешь, что закон говорит не прелюбодействуй. But I say unto you, Но я тебе говорю, change your heart. измени свое сердце. Don't look upon a woman to lust Не after her. смотри на женщину с вожделением. Don't use a woman as Не an object, используй женщину как объект, but as someone to be loved. а используй ее как человека, которого нужно любить. Jesus was passionate about us having the right heart. И Иисус страстно хотел, чтобы у нас с вами было хорошее сердце. Caring and the virtues of compassion, kindness, benevolence, charity, generosity, and sharing are the heart of ethics. Забота и такие добродетели, как сострадание, доброта, благотворительность, милосердие, щедрость, умение делиться, составляют суть этики. A caring person Заботливый человек is not не злой, mean, не cruel, злой, and не insensitive, жестокий и не бесчувственный. is not selfish Он and не self-centered. эгоистичен и не эгоцентричен. Is that what I'm getting? Okay. And is not too busy to lend a helping hand. Он не бывает слишком занят, чтобы протянуть руку помощи. Jesus tells a story that I think is at the heart of ethics. Мне кажется, Иисус рассказывает одну историю, которая передает саму суть этики. In Luke, the 10th chapter, verses 30 through 36, he 50 глава, 30 по 36 стих. tells the story of the Он Good Samaritan. рассказывает историю о добром самарянине. How he О том, finds this man in need, and unlike самарянин the priest and the Levite, he doesn't walk on the other side. находит нуждающегося человека и, в отличие от священника и левита, не переходит на другую сторону дороги. But instead, he stops and he Вместо этого он helps. останавливается и оказывает помощь. And Jesus illustrated that this Samaritan, Иисус объясняет, что whom the этот Jews самарянин, hated, которого иудеи ненавидели, had the right heart. как раз у него-то и было доброе, хорошее сердце.
And even though the others may be keepers of the law, И хотя остальные были служителями закона, блюстителями this man was more закона, pleasing because he had the right heart. только он был угоден Богу, потому что у него было хорошее сердце. So, let me share with you some of the elements of caring. Теперь поговорим о некоторых составляющих заботы. Caring is concern for the well-being of others. Заботливость – это забота о благополучии других людей. Caring is full of compassion. Забота исполнена сострадания. It has empathy, Она исполнена сопереживания, kindness, доброты, charity, благотворительности and love. и любви. Those are the parts Это составляющие, that we'll discuss about caring. которые объясняют, что такое заботливость или забота. Of course, one of the words which Jesus is using so much is the word love. Иисус очень часто использует другое слово, слово «любовь». And the word agape И is слово the Greek word for love that really «агапе» – это греческое слово, означающее любовь, на самом деле expresses beautifully the idea of caring. прекрасно отражает понятие заботливости. But let's look at these aspects. Давайте поговорим об этих аспектах. First of all, it is concern for others. Это забота о других. It means that we will involve ourselves in the well-being of Это others. значит, мы делаем все для благополучия других людей. Doesn't mean that we're going to try to control others or get into other people's lives because we want to control them. Это не значит, что мы должны контролировать других людей. Это не значит, что мы должны влазить в чужую жизнь и начинать распоряжаться, как человеку жить. But as we see the needs, Но когда мы видим, that что other у человека people есть have. нужды какие-то, we want to be мы involved должны in helping them. постараться оказать помощь. More than that, it generates a commitment to endure and persist on their behalf. Но это еще не все. Это качество означает, что мы будем иметь решимость все перенести и идти до конца ради того, чтобы этому человеку помочь. When they're in trouble, it may mean Если у us человека проблема, spending time in то, prayer, возможно, нам придется много проводить времени в молитве за этого человека. spending time for them, going and getting Может быть, things ради for них them. нам нужно будет посвятить свое время, чтобы поехать, что-то для них купить, что-то им привезти. Someone said, if you think about what you ought to do for other people, your character will take care of itself. Один человек сказал, если вы уже задумываетесь над тем, что вам следует сделать для других людей, то уже сам характер позаботится об остальном. And that's essentially what the Samaritan was doing. Это то, что сделал самарянин. He was thinking about this hurt man's needs. Главное для него было нужды этого израненного человека. Verse 34 says, В 34 he стихе went to говорится, him and bandaged his wounds, pouring oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to the inn, and took care of и, him. подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. So he was showing Он проявил compassion for this man, сострадание к этому человеку, that he cared for him. позаботился о нем. All right, compassion is another Сострадание idea. еще одно составляющее. Compassion is sorrow for the Это suffering чувство of others, жалости, accompanied with an urge to другого help. человека. Но это не просто чувство жалости, это чувство жалости, которое подталкивает вас помочь этому человеку каким-то действием. It's not just looking at a person's Недостаточно hurts посмотреть на человека, страждущего, and feeling bad и почувствовать при этом жалость. for them, but it's Важно, something that чтобы causes you to go and help them. вы потом пошли и что-то сделали для этого человека. A man by the name of William Bennett wrote a book on different character things, and he said
по имени Уильям Беннет написал книгу, которая называется «Книга о добродетелях», и в ней он говорит такие слова. Compassion is a virtue that comes very close to the very heart of moral awareness, to see one's neighbor as another self. Сострадание – это добродетель, которая очень близко стоит к сути нравственного осознания, способности видеть в своем ближнем самого себя. And compassion is a natural feeling that hurries us to, without reflection, to the relief of those who are in distress. Страдание – это естественное чувство, побуждающее нас, не задумываясь, прийти на помощь страждущим. It pushes us to action. Оно толкает нас к действию. All right, let's stop there and take a Давайте break. на этом пока остановимся, сделаем перерыв. And then when we come back, we'll После continue этого продолжим. our discussion of this particular